На 4-й день нашего путешествия мы отправились в Версаль, одно из самых знаменитых мест в мире, построенный как символ абсолютной власти и величия французских королей. Этот дворец ассоциируется с именем Людовика XIV, которого называли королем солнца. Версаль стал не просто королевской резиденцией, а олицетворением силы монархии, ведь его строительство было настолько грандиозным, что почти разорило Францию. Но результат, как говорится, стоил того. Дворец по сей день поражает своим великолепием. В разных странах мы не раз встречали дворцы, которые сравнивают с Версалем или пытаются его копировать. Этот дворец стал эталоном роскоши и красоты, которому подражали монархи по всему миру. Даже Петр I, вдохновленный величием Версаля, стремился создать в своем летнем дворце что-то похожее. Наше путешествие в Версаль началось с поездки из Парижа на поезде РЭЛ по линии С. Дорога заняла приблизительно 40 минут. Мы купили билеты онлайн примерно за 35 евро, но даже это не спасло нас от долгих очередей. Приехав за час до начала экскурсии, мы увидели таблички, каждые полчаса с обозначением времени входа, и у каждой из них тянулась своя очередь. Такова обратная сторона популярности Версаля. Везде приходится стоять, даже если готовился заранее. Хотя, конечно, Лувр пока удерживает пальму первенства по количеству людей, желающих туда попасть. Когда мы наконец попали внутрь, Версаль оправдал все наши ожидания. Он буквально утопает в роскоши. Мраморные залы, позолоченные потолки, зеркальные галереи – все сияет и блестит. Но особое впечатление производят парки и фонтаны, ухоженные аллеи, идеально подстриженные газоны и величественные водные каскады. Этот дворец действительно оказался тем самым эталоном, о котором мы столько слышали. А вечером того же дня мы отправились в легендарный Мулен Руж, одно из самых ярких и знаменитых кабаре Парижа. Расположен он в самом центре Монмартра, и добраться сюда проще простого. Станция метро Баланше находится прямо напротив входа в кабаре. Посещение Мулен Руж – удовольствие не из дешевых. Билеты на шоу стартуют от 87 евро на человека. Это если вы хотите просто насладиться шоу. А если вам захочется устроить ужин перед шоу, то будьте готовы выложить от 250 евро за человека. В эту стоимость входит не только шоу, но и ужин из изысканных блюд французской кухни, а также бутылка шампанского. Мы выбрали вариант с ужином и, честно говоря, не пожалели. Это был вечер роскошных впечатлений. Немного об истории этого места. Мулен Руж открыл свои двери в 1889 году и с тех пор стал настоящим символом Парижа. Сюда приходили не только представители среднего класса, но и аристократы, знаменитые художники, писатели и даже члены королевских семей. Например, принц Уэльский был одним из самых известных посетителей. Главным аттракционом кабаре, конечно же, был и остается канкан – танец, который привлекал внимание и восхищал зрителей с самого начала. Но Мулен Руж – это не только история, но это и шоу. Выступления по-прежнему поражают своей красотой и энергией, яркие костюмы, великолепные танцы и потрясающие акробатические номера. Шоу длится приблизительно 2 часа, и каждый момент наполнен своей атмосферой, которую сложно передать словами. Если планируете посетить Мулен Руж, то обязательно бронируйте билеты заранее. Места разбираются достаточно быстро. И также учтите, что на входе есть дресс-код. То есть парни — это штаны, рубашка, ботинки, девушки — то же самое. То есть если вы там придете в шортах, вас не пустят. Были свидетелем таких нюансов. То есть это не туристическое место, но тем не менее дресс-код должен быть соблюден. Ну и в последний день нашего путешествия у нас было запланировано посещение блошиного рынка Алигре. Этот рынок находится в 12-м округе Парижа, и здесь можно найти не только винтажные вещи, но и свежие продукты, цветы и многое другое. Это место сочетает в себе атмосферу блошиного рынка с парижским шармом. Такие рынки есть почти в каждом городе, и мы традиционно покупаем самые ценные сувениры из поездок именно там. Книжки, пластинки, посуду и прочую приятную мелочь. После того, как мы накупили всякой приятной мелочи на блошином рынке Алигре и немного отдохнули от насыщенных музейных дней, нас все-таки потянуло на еще одно культурное приключение. Мы решили заглянуть в музей Пикассо, который находится в особняке Соле 17 века. Это музей настоящая сокровищница. В его коллекции собрано более 5000 работ великого мастера, включая картины, скульптуры, рисунки и архивы.
Каждая выставочная комната погружает в разные периоды творчества Пикассо, позволяя увидеть, как менялось его искусство на протяжении десятилетий. Это было удивительное завершение нашего парижского путешествия. Вечером, попрощавшись с нашей уютной парижской квартирой и упаковав наш небольшой багаж, мы отправились в аэропорт. Париж остался позади, а нас ждал полет домой в Краков.